Есть. Опа. Есть еще один. И хороший карасик, я вам скажу. О, вот это да. Красавец. Вот такой карась. А шороха наделал ужас. Всем привет! И снова я на рыбалке. Раннее утро. Весна сейчас во всей своей красе. Все распускается, цветет. Птицы поют со всех сторон. Слышно вам? Полностью везде по кругу, всякие разные. Только ради таких моментов едешь на рыбалку. Даже если клевать не будет, и то ладно. Посидеть, понаслаждаться природой, это еще тот кайф. Долго думал я, куда поехать порыбачить и на какие снасти. Решил я сегодня половить карася, может, если повезет, линя на поплавочные удочки. Долго думал, куда ехать, но все-таки приехал на один из своих любимых водоемов, водохранилища. Оно огромное. И как обычно весной я всегда стараюсь ловить на более-менее мелководных участках, ближе к камышу, к всяким разным корягам, там где небольшие глубины и нет течения. Сам водоем находится вот там в правой стороне, его основная часть, а здесь вот он только начинается, водоемчик. И шел по подберегам, тут пришлось пройти немало по этим зарослям. И вот нашел такое место. Видать, кто-то в прошлом еще году рыбачил. Тут даже вон бутылка валяется. Я сейчас весь этот мусор поубираю подальше туда на берег. И вот такое вот прекрасное место. Если не брать во внимание валяющийся вокруг мусор, который оставляют после себя супер рыбаки. Ну тут уж ничего не поделаешь, такой менталитет у народа. Где отдыхаю, там и свинячу. Значит, у меня две удочки, два поплавочка. Как раз место то, что надо. Снасти поплавочные мне сделаны для дальнего заброса. Ловить я буду на червя, начинать пробовать. Взял с собой тесто воздушное. Взял с собой опарышей. Но начну с червя. Также взял с собой прикормки немножко с запахом чеснока. Я ее использовал на прошлой своей рыбалке, когда я ловил на фидер. Попробую сегодня. Значит, сейчас здесь все окультурю. Понакладываю тут веток, чтобы не было вот этой грязи. Можно было хорошо, свободно, нормально ходить. Поставлю вот тут стульчик. Там чуть вымощу палочками. И уже потом приступлю к самой рыбалке. Так, ну понакладывал я сколько мог. Особо время тратить на это много не хочется. Ну вот, сделал такую вымостку. Набросал палок. И пойдет. Главное, чтобы было можно стоять нормально и делать заброс. И доставать рыбу.
Мешаю прикормку сейчас. Закармливаюсь и забрасываем поплавочки. Так, одна удочка. Одна удочка. И вторая. Вот такие две у меня поплавочные удочки. Вот это вообще карасевка мне нравится. Полюбил ее сразу. Какой-то New Hunter. 4 метра. 4 метра. Удочка, наверное, ну, с катушкой, чтобы вам не соврать, наверное, грамм 300, не больше весит. Может даже меньше. Грамм 250. Поплавочек для дальнего заброса. Все как должно быть. Ну и старенькое мое удилище фирмы Флагман. Флагман победитель, или на английском Виннер. 4-метровая тоже. Но это такое потяжелее, пожестче. На ее, кстати, я на эту удочку в прошлом году ловил карпов. Есть у меня видео. У меня таких две удочки. Я на такие удилища доставал карпов 3-2,5 килограмма без проблем. На эту, конечно, на вот эту карасевку карпа не достанешь такого. Ну, либо нужно будет очень-очень сильно постараться. Взял с собой такую прикормку. У меня тут осталось, я не знаю, совсем немножко, на грамм, наверное, 300 прикормки этой. Вполне хватит для весенней рыбалки. Много прикормки все равно бросать нежелательно. Мешаем прикормку и закармливаемся. Так. Ух, отлично. Ух, запах пошел. Я уже говорил, что прикормка, конечно, классная. Вот такая штука получилась. Все, пускай настаивается. Теперь берем удочки и разматываемся. Кстати, глубина, я забыл вам сказать, месте ловли, где я буду рыбачить. Тут с двух сторон у меня получается камыш. Я буду ловить бросать чуть-чуть дальше, может на метр дальше от камыша. Там глубина где-то, ну, примерно метр 20. Небольшая. Поплавочки, червячочки. Кстати, катушки покупаю для поплавочных удочек на дальний заброс. Обычные, китайские, фирма Виннер. И они служат мне верой и правдой года по 4 вообще без проблем. И стоят недорого. Такая катушка у нас стоит примерно, чтобы вам не соврать, около $10. Около. Даже может чуть меньше. Может $9. Вот так. Так, я все-таки сделал немножко наоборот. Забросил сначала снасть, чтобы знать, куда бросать прикормку. Поплавки стоят вот как гвоздики, ждут своей поклевки. И сейчас буду бросать прикормку. Так. Вот такими шарами. Желательно поближе к поплавку. Вот так, есть. Сразу всю прикормку бросать не буду. По пару таких шаров брошу. И подожду, посмотрю, что из этого получится. Может, тут рыбки. Может, здесь карася нету и придется переходить куда-то в другое место. Поставил себе стульчик тут рядышком.
Слушаю птичек, наблюдаю за поплавками. Красота. Если еще и клевать сегодня будет хорошо, то можно считать, рыбалка удалась на все 100%. Так, поклевка. Поклевка. Чуть притопила поплавок правый. И ни туда, ни сюда. Делать подсечку, не делать, это вопрос на $1 000 000. Ну, подожду, наверное. Топит. Наверное, все-таки сделаю подсечку. Есть. Ух ты, сошел. Ё-моё. То ли карасик, то ли линь. Даже не знаю, кто это был. Но хороший. Это, скорее всего, что был линь. Притопил немножко поплавок и держит в одном месте. Не топит его, не ведет никуда в сторону. Просто стоит вот так вот на месте. Потом опять приподнимается, потом опять чуть-чуть притопит. Решил сделать подсечку. Я его засек, все, стал вываживать, он сошел. Я такое видел, там брюхо сверкнуло. Ну что это, я так и не понял. Может и карась. Но я думаю, скорее всего, что это был линь. Так, поклевка, ребята. Опять водит туда-сюда. Повел. Есть. Кто ж ты такой? Карасик, ребята. Ой, хороший. Вот это лапать. Стой, друг. Вот такой черный карась. Какой-то. Спина черная. Красавчик, плавники черные. Так. Насаживаем свежего червячка. Навозного. Не красного. Не земляного. Именно навозный червь. Вот, я полностью закрываю жало крючка. По старинке, скажем так. Аккуратненько забрасываем. Вот, отлично. Вторая удочка что-то у меня молчит. Ух ты, есть карасик. А я говорю, он молчит. А он, получается, хитрюга, клюнул. И не подает виду. А такой поменьше карась. Ну, красавчик. Как такое может быть? Давай туда. Как такое может быть, не могу понять. Я одну удочку забрасываю чуть дальше от берега, другую чуть ближе к берегу. Не туда. Ветки мешают делать точные забросы. Ветки, которые сзади. Так. Вот, а второй чуть ближе. Вот и там уже была поклевка. Правда, последнюю я не видел поклевки. Я хотел перезабросить. А оказалось, там карась уже сидит. Караси здесь красивые, такие черные, круглые. Наверное, это этот камышовый карась. Так, ждем еще поклевки. Даст Бог, может, клюнет еще и покрупнее карась, чем эти. Поклевка на левую удочку. Левый поплавок чуть-чуть провело. По чуть-чуть тянет. Сегодня поклевки все такие аккуратные. Топи, что ли, его поплавок. Есть. Опа.
Ну. Есть еще один. И хороший карасик, я вам скажу. Карась то, что надо. Лапти. Наверное, самый большой. О, вот это да. Красавец. Ха. Ну, угадал я с местом. Ну да, этот карась, наверное, грамм 300. У меня и ручка не маленькая, но он в руке выглядит более чем. Красавец. Иди в садок. Так, поклевки все начались ближе к камышу. Вот где-то примерно в том месте. Так. Пока доставал рыбку, наверное, чуть пораспугивал там все. Глубина небольшая. Что-то пару раз там поплавочек притопило и все. Попьем чая. Такое в интернете читал. А там не знаю. Ну, температура вот сейчас где-то, наверное, градусов 12, не больше. Хотя неделю назад было 25 у нас днем. Чуть-чуть поплавочек так раз, прижало, все, опять начинает. Может сейчас и клюнет. Так, поклевка налево. Есть, друзья. Да стой ты. Так уже аккуратно притопил. Ой, какой хороший. Хороший карасик. Как же ж тебя тут протянуть? Ой, на ближнюю удочку клюнул. О, есть. А, смотрите, какой зверюга. Заглотил полностью крючок. Круглый, красавчик. Пойди в садок. О, поклевка. Поклевка. Хорошо клюнул. Потопил прямо. Ой, запутал удочки мне. Давай сюда, родной. О. Ой, смотрите, какой богатырь. После каждой поклевки стараюсь червей менять. Ну, я так практически всегда делаю. Чего-чего, а червей мне хватает, не жалко, чтобы червь всегда был свежий. Поклевка. Есть. Закорял, завел. Сейчас надо как-то ювелирно все это. Опа. Есть, освободил. Ух. И стреляют. И все что угодно. Так. А главное достать, потом распутаем все. Ух. Гупает. Вот это он меня тут напутал. Капец. Вот такой карась. А шороха наделал ужас. Плыви. Поклевки поочередно.
сейчас происходят. То клюнет на снасть, которая ближе к берегу, то потом клюнет на снасть, которая чуть дальше от берега. И вот так вот поочередно клюет. То там, то там. Поклевки через каждых 10-15 минут. Карась хороший. Есть. Это веточки мешают некоторые. Хороший карась. Так. Ой, черный. Черныш такой кругляш. Их. Все поклевки только на червя. Пробовал я, цеплял опарыша. Удочка постояла где-то минут 30, вообще даже не шелохнулся поплавок. Перешел опять на червя, 2 удочки на червя. И буду продолжать и дальше ловить только на червя сегодня. Поклевка, поклевка. Есть. Куда ты потащил? Вот это карась. Бешеный какой-то. Потащил прям в камыши куда-то. Ты чё, зверюга? Так, поклевка только забросил. Ой, хороший. Хороший карасик. Ой. Вот это карасевич. Смотрите какой. Вот он, красавчик. Сегодня карась не дает даже толком попить чая. Только забросишь, и сразу начинает дёр, 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 дёр. Опять поклевка. Опять поклевка, только забросил. Есть паренек. Иди сюда, дорогенький. Вот так. Вот так. На карасях, если вам видно, появились такие пупырышки на жабрах сверху. Это он уже готов к нересту. Есть вот такое вот шершавое у него по бокам и сверху. Готов метать икру. Ну вот опять молоко капает. Хочу вам рассказать, друзья, за саму оснастку, на которую я рыбачу. Леску для ловли карася я использую при дальнем забросе 0,25. Потом в самом начале ставлю стопор, ограничитель для поплавка. Сам поплавок. Поплавки выбираю поярче и не меньше 3 грамм. К примеру, вот этот 4 грамма поплавочек. Затем идет ниже основное грузило 3 грамма. Подпасок, дробинка небольшая. И сам крючок уже. Поклевка, поклевка, ребята. Дёр, 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 дёр. Сделай подсечку. Есть. Вот он притопил и держал. Думаю, ну все-таки буду доставать, гляну, что там с червем, а там карасик. Опа.
Ой, какой шикарный карась. Просто шикардос. Да еще на такую деликатную удочку. Хочу в следующий раз приехать порыбачить здесь на боковой кивок. Прошелся вдоль берега. И есть несколько хороших мест. Там, где камыш, коряшки. Берега практически здесь все вот так вот заросшие. Все в корягах. Главное, чтобы глубина в месте ловли была ну хотя бы сантиметров 50. Уже цветет черемуха. Пахнет. Класс. Значит, скоро появится мошка. И так далее, и тому подобное. Но пока, слава богу, красота. Даже комаров нету, хотя за спиной огромнейший лес. Дело близится к обеду. Поклевки все реже и реже. Ну, можно сказать, практически рыба перестала клевать. Поднялся ветерок. Да и время уже обеднее. И рыбы я наловил уже достаточно. Поэтому буду, наверное, собираться домой. Сматывать удочки. Рыбалка мне понравилась. Просто супер, а не рыбалка. Не рыбалка, а сказка. Такие хорошие караси сегодня кругляши клевали. Рыбачил я на 2 поплавочные снасти, сделанные под дальний заброс. Наживку я сегодня использовал навозного червя. Пробовал опарыша, пробовал тесто. Поклевок не было. А на навозного червя рыбка отзывалась просто исключительно. Пока разговаривал с вами, еще одна поклевочка. Ух ты, какой ты злой карась. Вот такой красавчик. Собирался уже сматывать удочки. Вот, пожалуйста, Карасевич. Так, ну что, посмотрим, сколько у нас тут рыбы. Сколько мы наловили. Так. Ух ты. Вот он, Карасевич. Ну, как раз где-то килограммчика 3 есть. Вот. Красавцы. Ставьте, ребята, лайки. Пишите обязательно комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Всем пока.